Пожарный автомобиль, несущийся по улице под оглушительный вой сирены, это обычно автоцистерна с 9 или 15-метровой выдвижной лестницей, везущая 1365 литров воды. Впрочем, этот запас используется лишь в том случае, если поблизости нет другого источника. Прибыв на место, пожарные стараются найти гидрант, который обеспечит постоянную подачу воды из водопроводной системы. В сельской местности ее нередко качают насосами из ближайшего водоема. При хорошем водоснабжении современный пожарный автомобиль способен подавать до 4000 литров воды в минуту. Еще один стандартный тип пожарного автомобиля – это поворотная лестница. Она вращается вокруг своей оси и поднимается на высоту до 33 метров. С ее помощью пожарники спасают людей в высотных зданиях или подают воду для тушения пламени. Иногда вместо лестницы используется гидравлическая платформа на вершине коленчатого подъемника. На огражденной платформе помещается до 4 пожарных. Закрепленным на ней стволом управляют либо находящиеся здесь же пожарники, либо оператор на земле. К вспомогательным автомобилям относятся воздушно-пенные, штабные, перевозящие оборудование, инструменты, лебедки и сухие порошковые смеси для тушения пожаров, которые невозможно загасить водой. Все эти автомобили оборудованы проблесковыми маячками, сиренами и радиосвязью. Огню требуется горючее, высокая температура и кислород. Мощные водяные струи под высоким давлением сбивают пламя, а спринклерные системы под низким давлением заливают саму базу возгорания. Однако не всякий пожар можно затушить водой. Горящая нефть или бензин просто плавает на ее поверхности. Крайне опасно тушить водой и горящую электротехнику, так как вода – хороший проводник тока. А если плеснуть водой на некоторые металлы, то они вспыхнут еще сильнее. Горючие жидкости, например, нефть или бензин, обычно гасят пеной. Цистерны часто загружаются бочками с пенной жидкостью, которая, проходя через пожарный рукав, смешивается с воздухом. На земле устанавливают лафетные стволы или мониторы, выбрасывающие струи пены на 20 с лишним метров. Некоторые пенные установки оснащены огромными вентиляторами, выдувающими пену через широкие рукава, и способны добраться до самых недоступных мест. Для тушения пожаров применяются несколько разновидностей пены. Стандартная пена с низкой кратностью, показателем расширения, плотна и тяжела. Несмотря на высокую эффективность, она плохо растекается и трудна в применении, так как не течет по рукаву ровным потоком. Пена на основе моющих средств легка и быстро распространяется, особенно на жидких поверхностях. Ее применяют при наземном тушении горящих жидкостей или твердых материалов. Однако ее нельзя подавать на значительное расстояние, поэтому пожарник вынужден подходить ближе к огню и надевать теплозащитный костюм. Пена с высокой кратностью идеальна при тушении пожаров в закрытых помещениях, например, в подвалах или корабельных трюмах. Она выдувается из рукава в виде массы мелких пузырьков, которую легко направить на пламя. Однако некоторые пожары нельзя потушить ни одним из этих методов. Погасить крупный лесной пожар очень трудно, если не пройдет обильный дождь. В 1982 году лесной пожар на острове Борнео охватил 36 тысяч квадратных километров, уничтожив лес на площади 13 500 квадратных километров. Он свирепствовал 10 месяцев, пока не начались сезонные дожди. Сухим летом 1988 года в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США, от ударов молнии вспыхнул и быстро распространился пожар. Обычный метод борьбы с огнем, залив пламени с самолетов, ничего не дал. Пожарники вырубали и выжигали в лесах широкие просеки, чтобы лишить подпитки надвигающийся огонь. В октябре 1988 года пожар наконец утих, около 400 квадратных километров, почти половина всей территории парка, выгорела дотла. Не менее тяжело бороться с пожарами на буровых скважинах. Каждый нефтяник опасается, что его бур наткнется на подземный резервуар горючего газа, способного гореть целыми неделями. Для тушения пожара на буровой скважине применяется следующий метод. Буровую вышку сносят взрывом, пламя подавляют водой, а затем к устью скважины на длинной штанге подводят заряды нитроглицерина. При подрыве зарядов газ и кислород уносятся воздушными потоками, не оставляя пищи огню. Однако для тушения пожаров на морских буровых платформах эти методы не годятся. Там пламя гасят мощными струями морской воды со специальных пожарных судов. Современные здания с их внутренней оснасткой ставят перед пожарными немало проблем. Специальные компьютерные программы моделируют продвижение огня внутри зданий. Исходная информация, в том числе химические и электротехнические данные, вводятся в компьютер, и программа определяет, с какой скоростью и в каких направлениях будет двигаться огонь, подсказывая пожарным наиболее эффективные методы борьбы с ним.
Для тушения электрооборудования применяются испаряющиеся жидкости. Не будучи проводниками тока, они защищают пожарного от электрошока и не повреждают оборудование. Сухие порошки отсекают пламя от воздуха и потому пригодны для тушения горючих жидкостей. Многие порошковые смеси созданы на базе бикарбоната натрия, в других используется графит или тальк, и с их помощью гасят горящий металл. Разработаны порошковые смеси и для тушения пожаров с участием радиоактивных металлов, например, урана. Когда в апреле 1986 года взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС, начался сильнейший пожар. От пожара активной зоны реактора до 2700 градусов Цельсия вода мгновенно превратилась в радиоактивный пар, дождем хлынувший на пожарных. Огонь удалось погасить лишь после того, как на горящий энергоблок сбросили с вертолетов около 5000 тонн песка, глины, свинца и бора.